Здравствуйте, дамы, здравствуйте, господа. Добро пожаловать в клуб «Денег достаточно». С вами Артем Галухин, и это наш первый стрим, экспериментальный. Вообще формат... Так, а черканите-ка в чат, вообще меня слышно? Где тут вообще чат? О, Настя, привет. Круто. Тут что, задержка идет такая чата мощная. Так, ладно. Погнали. Формат стримов на канале здесь будем использовать для того, чтобы разбирать всякие практические темы. Типа от выбора профессии, как, собственно, сегодня, и до того, как войти в профессию, как найти новую работу, как составить резюме. Потом, надеюсь, перейдем к тому, как бизнес запустить, например, или как стать фрилансером. И будем так двигаться дальше, в общем, по нарастающей, по сложности, по взрослости тем. Технически это мой второй стрим, если вы считаете, что 20 лет назад мы там с корешами запускали трансляцию куда-то в интернете, когда еще интернета ни у кого почти не было. Вот, поэтому, надеюсь, технически более-менее гладко все пройдет. Вот, да, трансляция, говоря о технических вопросах, должна была вчера начаться, но у нас не получилось совладать с техникой, поэтому перенести пришлось на сегодня. Так что, сорян все, кто вчера пришли, спасибо за то, что присоединялись, и, я думаю, сегодня проведем за 2 дня сразу. Вот, запись конкретно этого стрима, она будет доступна и на YouTube, и на Boosty в бесплатном доступе, так как он тестовый, первый. Следующие же все трансляции будут онлайн проходить на YouTube, а в записи выкладываться в Boosty. Вот, спасибо, что подключились, можете накидать в чатик смайликов, будем бодриться, и поехали к теме переходить. Сегодняшнее видео – это самая-самая база про выбор профессии, с одной стороны. С другой стороны, это моя своеобразная история, так как это такое видео знакомство будет, о том, как я сам менял разные профессии, как я зарабатывал более чем 15 различными профессиями, к 35 годам получается. Вот, план будет примерно следующий. Сначала первый блок идет теория про выбор профессии вообще, зачем выбирать ее, что делать, если не выбирать, что случится, и... какие есть вообще возможности для выбора. Вторая же часть будет как раз моя история. Покажу фоточки, расскажу, чем занимался, сколько зарабатывал, как там перешагивал на новые какие-то ступеньки для себя. Между блоками будет блок вопросов. Можете их, в принципе, закидывать заранее в чат. Лена сидит, модерирует, все собирает. И, собственно, все, что спросите, все в процессе ответим. После второй части будет еще блок для вопросов и подведение итогов конкурса. И из видео про кто кому должен и про деньги в отношениях. И начнем с небольшого дисклеймера. Все, что сегодня я здесь расскажу, оно, разумеется, как и вообще вся информация, по-хорошему должна подвергаться критике и собственному анализу, собственной оценке, потому что все очень индивидуально в этом мире, особенно то, что касается выбора профессии. Это прям такое личное решение для каждого, и оно не менее, а может даже и более иногда где-то важно, как там выбрать спутника жизни, например, супруга. И второй здесь тоже важный дисклеймер, что выбор профессии – это такой вопрос, который встать может не только у школьника условного, который там закончил школу, и ему надо куда-то первый раз устроиться на работу. Это вопрос, который встает у любого человека в любом возрасте. Вот у меня он не так давно вставал снова, и сейчас до сих пор стоит. Есть люди, кто в 60 лет решают там поменять профессию, начать бизнес, я не знаю, и становятся успешными, главное. Я к тому, что не надо себя там хоронить, мне уже 30, как, знаете, это бывают ребятки, которые, ходят на площадки спортивные, пьют пиво там и говорят, вот когда мне было там 18, я тоже много раз подтягивался. Вот. Любят у нас, к сожалению, себя хоронить, но давайте не будем так делать. Еще тут маленький такой дисклеймер, что универсальной истории нет, потому что ни у кого ее нет, и здесь все индивидуально, поэтому, да, нету какой-то одной схемы, по которой вот все могут пойти и прям вот стать одинаково космонавтами, да, как там в Советском Союзе все мечтали.
Вообще, если говорить о выборе профессии, меня всегда восхищали такие люди, которые вот, может, вы таких тоже знаете, еще со школы знали, кем они хотят быть, они в этом никогда не сомневались, и, в принципе, потом шли в институт, поступали по профессии и работали себе, и работают десятки лет просто, и горя не знают вроде бы, по крайней мере, со стороны так выглядит. Я, к сожалению, так не умею, поэтому для меня вопрос выбора профессии очень много вставал раз, и много раз я для себя его решал. И давайте начнем с того, что обрисуем вообще, в чем проблема-то выбора работы. Во-первых, чем нам грозит не выбор работы, собственно, если мы откажемся вообще что-либо выбирать и просто пустим все на самотек. Есть такая, знаете, присказка, типа, надо постараться, чтобы сделать хорошо, потому что плохо, оно и само замечательно получится. Так вот, как оно плохо может получиться? Во-первых, встанет такой очевидный вопрос, а где работать? И выбор, собственно, сведется весь к выбору из неквалифицированных профессий, ну, а-ля продавец в магазине, охранник, может быть, хотя там тоже какая-то квалификация нужна, но да, набирают условно с улицы. И это все неквалифицированные профессии. И как следствие они выливаются в низкий доход, ну или невозможность как бы зарабатывать больше, чем хотелось бы. Ноль перспектив также в них, некуда расти. Ну, можно стать старшим продавцом, да, или старшим охранником, но в каком-то глобальном смысле, если есть хоть какие-то амбиции, ну, это не то чтобы большие возможности для роста. И что еще хуже, это постоянное ощущение небезопасности и нестабильности, потому что, как минимум, на такой профессии люди легко заменяемы, то есть здесь не получится пойти покачать права, что типа, да я уволюсь, там, да поднимите мне зарплату, скажут, ну да пожалуйста, он таких, как ты, там очередь, и заменим без вопросов. Вот, наверное, звучит не очень как хорошая жизнь. И вторая есть такая группа, наверное, проблем выбора, можно назвать. Это что будет, если сделать неправильный выбор работы. Здесь риск не такой великий, как не сделать выбор вообще, но он тоже есть. Как бы если вы выберете неправильную работу и все, что успеете сделать, это просто на ней поработать, то рискуете вы, по сути, потраченным временем. Взамен, конечно, вы получите опыт, понимание того, что вы выбрали неправильную профессию. Что в любом случае лучше, чем мечты какие-то там. Но если, например, выбрать ее неправильно, а потом пойти в институт и отучиться, то как бы можно еще потерять и там, время на вышку. С другой стороны, тоже, конечно, так говорить, что прям потерять время – это такое преувеличение, потому что высшее образование, оно кому-то вполне себе полезно, дает навыки, и после него, опять же, второе высшее, если уже вы пойдете его получать по профессии, оно дается проще и быстрее, то есть однозначно тут так не скажешь. Но буквально 2 дня назад к нам, например, приходил ремонтник холодильников, и вот человек рассказал, что у него 2 высших юридических образования, и он вообще работал юристом, как бы там бумажки всякие делал, все это, но ему разонравилась работа, он пошел ремонтировать холодильники, кондиционеры, в общем, заниматься работой руками. И ему это нравится. И я прекрасно его понимаю, в смысле, что он, скорее всего, мне ровесник, и из того поколения, возможно, вы знаете, когда все считали, что надо идти вот сейчас прям учиться на юристов и экономистов, и типа это потом перспективные профессии, в итоге их научилась куча, а как бы работы столько не было. Я думаю, примерно с такой ситуацией столкнутся те, кто сейчас детей... опять же, это родители так считали, мы-то что, дети, бегали себе там, играли. А сейчас многие родители, я думаю, считают, что надо детей отдавать в айтишку, там типа программистами становиться. И как бы жалко их огорчать, но, скорее всего, программистов ждет такая же участь, если не вот прямо сейчас происходит, собственно, охлаждение вот этого всего рынка айтишки. Про это, кстати, есть ролик на канале, самый задизлайканный у нас ролик, потому что люди не любят эту тему, видимо, сейчас. Так, самый большой риск при выборе неправильной профессии все-таки это риск стать глубоко несчастным человеком, потому что профессия, работа вообще, это примерно половина составляющая нашей жизни. Это каждый день, 5-дневку, там, по 8 часов из условно 14 бодрствования. Полжизни уходит на работу. И если работа нелюбимая, вообще вот прям совсем конкретно нелюбимая, то это может привести к психическим заболеваниям, к различным, к самым печальным последствиям. Если любимая эта работа, любая, она через какое-то время становится рутиной, такой уже как бы теряет интерес, то из любимой хотя бы что-то можно выжать, хоть какой-то кайф от нее получать. Вот с нелюбимой же, скорее всего, все довольно быстро закончится, в плане там, романтизма какого-то. И еще одна проблема, категория проблем выбора, это, собственно, если мы делаем сам выбор, с какими проблемами мы сталкиваемся.
Во-первых, может казаться, что профессий слишком много. Ну, потому что если подойти в лоб и вот перед собой просто открыть тот же HeadHunter, да, какой-нибудь со списком различных профессий, ну, типа их огромное количество, как из них вообще можно выбрать? Но это если подходить в лоб. Вот. С другой же стороны, как ни парадоксально, есть и второе ощущение, что профессий-то на самом деле слишком мало, потому что тут часто включается вот это в голове ощущение, знаете, да, когда типа я этого не достоин, это вообще не для меня, тут я пролетаю как бы, а это все там требует вышки, а это требует здоровья и чего-то там оно все требует. И вроде как ощущение складывается, что и мало профессий, непонятно тоже из чего выбирать. Вот, еще одна такая глобальная проблема, на мой взгляд, это чрезмерная романтизация или идеализация некоторых профессий. Я помню, у меня был такой клин какой-то в момент, когда я не знал, что делать, там, куда идти работать, думал, а сейчас найду какие-нибудь волонтерские миссии, поеду в Африку, там, голодающих спасать. Но это тоже не очень правильное отношение, то есть ты думаешь, ну, пойду там, вот буду заниматься хоть чем-то, хоть для кого-то, вместо того, чтобы для себя как бы озадачиться и, ну, заморочиться получше какой-то выбор сделать. И как следствие иногда, кстати, романтизируют профессии, ну, такие, которые более творческие какие-то, в которых очень большой риск вообще ничего не зарабатывать, например. И как итог попадают, ну, либо в ситуацию, когда постоянно не хватает денег, либо в ситуацию, когда выбирают нишу какую-нибудь, в которой вообще денег нет, и сложно там и профессию найти, и деньги заработать. Ну и как бы с одной стороны, да, оно все приятно, удовольствие, и выбор вроде романтизированный такой свой, от сердца там, да, но с другой стороны как бы и проблемы с деньгами. То есть здесь, ну, возможно, в будущем мы будем разбирать эту тему, конечно же, что можно в жизни иметь и увлечение, и работу, и как бы где-то работать за деньги, и где-то увлекаться увлечениями, развлекаться и получать от этого кайф, как бы не скатывая это в работу. Вот, ну, сейчас же просто отметим для себя, что это является профессией, ну, проблемой при выборе профессии. Вот, и последняя здесь еще одна проблема, наверное, самая такая, на мой взгляд, важная, это социальный фактор. Ну, это пресловутое, что мама-папа скажут, да, там типа, ну, это если вы еще не сильно взрослый и зависите от родителей. Что общество считает, вот престижная эта профессия или непрестижная, можно на нее идти, нельзя, там девушки любят таких там человечков или не любят. И вот это очень такой давящий фактор, на самом деле, и серьезный. И с ним бороться довольно сложно. И как бы вы можете стать просто жертвой какого-то чужого выбора, который вы сами-то и не особо и делали. Вот, да, звучит так, что все пропало, что-то надо с этим делать. А что же, собственно, делать-то, да? И здесь первый раз, наверное, на канале на YouTube я представляю нашу схемку, которую мы тут с Леной разработали, в которой заключается весь, ну, вот наш подход к тому, как можно по жизни развиваться, в кого, как, где вырастать и, ну, собственно, какие шаги нужно пройти. На Бусти, если кто-то вдруг уже заходил, лежит эта же схема с описанием, и она доступна бесплатно абсолютно. Вот, я ее супер подробно разбирать сейчас не буду. Здесь смысл главный в чем? Вот у нас есть лесенка. Так, сейчас. Лестница. И по ней мы двигаемся по жизни вверх. Вот, не знаю, возможно, немножко мелковато для видоса, для мобилки особенно, но в целом, я думаю, видно. И смысл в чем? Что мы проходим... Чего? Так, возвращаемся. В общем, есть ступеньки от иждивенца, который условно сидит на шее у кого-то и не работает, через работягу к достаточному уровню жизни, потом выше состоятельный и лакшери. Вот наша ключевая концепция, и почему вообще канал называется «Денег достаточно», клуб называется «Денег достаточно». Вот, ключевая концепция в том, что вот этот вот достаточный уровень, который посерединке, на который условно, если... ну вот взять сейчас, выбрать какую-то профессию и начать развиваться в этом направлении, то ну, там типа за 5 условных лет можно к этому уровню добраться. И в отличие от... ну, в чем вообще проблема вот этих инфо-цыганских всяких историй сейчас? Они как бы рассказывают про лакшери уровень, который вообще доступен единицам, и им он, скорее всего, недоступен, да, там типа на вот этих купленных всяких цацках, арендованных, вернее, там на каких-то понтах левых. Они рассказывают, что любой прям с улицы может пойти и этого уровня добиться, но это неправда заведомо. Вот. Но с другой стороны, это не значит, что надо типа жить либо в нищете, там, мечтать, что ты выиграешь в лотерею или там какое-то желание правильно завибрируешь, загадаешь и станешь вдруг супер богатым, да. Но есть вот этот вот уровень посерединке, достаточный. Это уровень, на котором ну, денег ровно столько, что они закрывают все ваши там базовые потребности и сверх них что-то, дают вам возможность на какие-то развлечения,
ну, а-ля те же самые путешествия, да, и еще дают возможность формировать какую-то финансовую подушку на будущее, ну, а-ля будущую пенсию. Вот, и к этому уровню, достаточному, то есть здесь на схеме есть графики со сложностью, с свободой и с удачей. И вот смысл в том, что удача, она начинает работать очень важно где-то вот со состоятельного уровня и выше. Вот на этих двух уровнях. Там прям очень большой фактор удачи. Но чтобы добраться до достаточного уровня, ну, то, чтобы нормально жить, нормально зарабатывать, надо просто приложить усилия, мозговые, в том числе ментальные, да, кое-что там понимать, знать, анализировать и получить какую-то там поддержку стороннюю. Собственно, для этого мы и создали клуб, чтобы, с одной стороны, информацию распространять полезную, которая пищу для ума подкидывает, а с другой стороны, чтобы еще и поддерживающее окружение создать. То есть для этого есть Boosty, для этого там есть подписка, там есть чаты в Телеграме. Пока у нас тут не супер большая аудитория, туда никто еще не добавился, но если смотрите это видео, обязательно добавляйтесь и давайте уже там составлять какой-то костяк клуба, чтобы начинать эту движуху и чтобы всем, собственно, достаточно нормально, хорошо жить и друг друга в этом поддерживать. Вот. И со схемки на этом переходим дальше. Она еще 1001 раз появится у нас, на стримах так точно, и будем разбирать каждый шажок, как туда прийти, что делать, и что там все это значит, каждое слово написанное. Вот, если же тут какой-то вывод сделать из этой схемки, и к чему я вообще ее сейчас здесь показывал, это к тому, что первый шаг к тому, чтобы сделать правильный выбор профессии, это трезво оценить ситуацию. То есть не надо сразу думать о том, что у вас главная цель в жизни – это там стать олигархом каким-то, ездить на Роллс-Ройсе, потому что, во-первых, это жизнь не так на самом деле ощущается, скорее всего, как выглядит со стороны, и, во-вторых, это очень мало кому доступно, это очень великий фактор удачи. И если вы не наследственный олигарх там какой-то, или не бандит, топ-бизнесмен, или какой-то там мегаполитик верхнего уровня, то, скорее всего, до такой жизни не добраться тупо. Вот. Но если подходить с более адекватной позиции, что вот есть такой-то потолок зарплаты, и вот я хочу к нему прийти, то уже понимаешь, что и профессий довольно много есть, которые интересны, из которых можно выбрать. И кроме профессий есть еще различные стратегии. Вот. Сейчас, если вернуться обратно на схемку, здесь вот есть такая штучка, где выбираем стратегию. Стратегии здесь имеется в виду 3 возможных стратегии собственного развития по жизни с точки зрения профессии. И первая стратегия, она, наверное, самая популярная, это карьеризм. То есть, когда вы идете по какой-то теме, если мы рассматриваем квалифицированные профессии, вот для России условно популярная тема с нефтянкой. И человек заканчивает школу, идет в институт, учится там на какого-нибудь инженера, геолога. Вот я сам когда-то мечтал пойти учиться на геолога, но я чтобы камешки собирать, не чтобы там нефть искать. Вот. Кстати, я не знал тогда, что в России, оказывается, это очень потенциально прибыльно. Вот. Но тем не менее, ты растешь как инженер, переходишь из одной компании в другую и делаешь себе потихоньку карьеру. Потом ты становишься каким-то старшим чуваком, может, еще какое-то образование получаешь. И так дорастаешь до какого-то топ-менеджера, который в целом, хорошо зарабатывает. То есть к достаточному уровню жизни карьерой добраться вполне возможно, если, во-первых, выбрать правильную нишу, да, во-вторых, приложить кое-какие усилия к этому. Вторая же стратегия – это, мы тут назвали ее самозанятый, в целом можно фрилансер говорить, просто такое, во-первых, не очень привычное русскому уху слово, да, во-вторых, оно окрашено немножко вот в эту айтишную историю, что типа там сайтики верстать, такой фрилансер. Но в целом можно фрилансерами назвать всех людей, которые работают на себя, то есть есть условные мастера, которые вскрывают замки, например, в дверях. Дверь захлопнулась, вот вызывайте такого мастера. Они могут работать как на компанию, так и на себя. Или промальпинисты, забегая вперед, вот я сам работал, буду рассказывать, тоже в основном работают как фрилансеры, как вольнонаемные такие труженики. И в целом в этой стратегии также точно можно добраться до достаточного уровня. В ней в чем прикол, с одной стороны, в том, что вы получаете условную прибыль. То есть если бы вы работали в какой-то компании, вы бы отдавали часть своего заработка, вернее, вам бы отдавали только часть того заработка, который вы как бы сгенерировали. Потому что, вы работаете на дядю, дядя забирает кусочек. Здесь вы сами себе дядя, и вот эту вот всю прибыль вы тоже сами получаете. Вот за счет этого можно больше зарабатывать, но и очевидно, что здесь немножко другие компетенции нужны, потому что нужно самому себе искать работу. В общем, думаю, вы прекрасно понимаете, о чем я. Третья стратегия – это предпринимательство. Это как раз когда вот вы становитесь этим дядей и набираете себе кого-то, кто генерирует прибыль в вашем бизнесе, и вы, соответственно, растете. Понятно, что
в эту стратегию тоже так с улицы не залететь. Ну, типа, само по себе слово предприниматель, оно значит просто, что кто-то что-то там делает, чтобы зарабатывать деньги, да, схемки какие-то собирать. Но вам все равно надо выбрать нишу, в этой нише надо в чем-то разбираться, придумать, где вы добавленную стоимость будете получать. Ну, в общем, тоже мы в будущем это будем разбирать. Сейчас важно понять, что это не первостепенная задача, когда вы выбираете профессию, но в голове нужно всегда думать наперед немножко. То есть, вот если я сейчас там работаю программистом, вот я думаю, а я дальше куда хочу развиваться? То есть я хочу стать там, еще круче программистом, или я хочу стать фрилансером, чтобы работать на себя там в свободное время, или я хочу сам нанимать программистов, и в зависимости от того, просто какая стратегия в голове и к чему вы хотите прийти, то есть к какому образу жизни, да, вы стремитесь, здесь можно в разные моменты времени просто делать разный выбор. И так как выбор всегда приходится делать, стратегия в голове, она просто помогает этот выбор сделать и двигаться в понятном направлении. Так, важное понятие в любом выборе, особенно в выборе профессии, так как это история, растянутая во времени, это планирование. Про стратегию одну часть мы уже сейчас разобрали, то есть это выбор стратегии, собственно, развития, каким образом вы будете зарабатывать. А вторая же стратегическая тема здесь заключается в том, что ниши тоже на самом деле можно менять, комбинировать и выстраивать для себя какую-то вот стратегию. То есть, условно, я когда-то занимался музыкой, увлекался этим, занимался фотографией, увлекался этим, немножко позанимался операторством и любил писать, да, в какое-то время. Сейчас для меня все это сложилось в то, что, ну, вот, я сижу здесь, вещаю, да, по сценарию, который там я написал, технику вот я как-то выставил и, ну, собрал, опять же, команду, и все мои навыки, они в моменте сложились и вот позволили сделать это. И, в принципе, как бы можно это делать, исходя в моменте из того, что у вас сейчас есть в голове, а можно это делать и с планированием, и так будет эффективнее. То есть, когда выбираете, что у вас там есть, например, 2 хобби каких-нибудь или 2 возможные профессии, вы думаете, а какая из них с чем-то еще может сложиться, например, и, возможно, такое отношение, такой взгляд к профессии, он позволит выбрать что-то более, ну, в перспективе, короче, более прикольное. Есть еще в планировании тактическое планирование, то есть стратегическое — это то, которое растянуто во времени, тактическое — то, которое здесь и сейчас происходит. И в целом, что касается тактического планирования в выборе профессии, здесь все сводится к тому, что нужно держать руку на пульсе, не расслабляться, в общем, потому что часто мы попадаем в какую-то зону комфорта, сидим там себе и не паримся как бы. Но можно постоянно мониторить вакансии, смотреть, что происходит на рынке, какие-то новые специальности, ну, не специальности, даже новые навыки в вашей специальности приобретать, чему-то подучиваться, обновлять резюме. Вот, все это относится к тактическому планированию, и все это тоже очень важно делать. И мы подходим, собственно, к вопросу, наконец-то, выбора профессии. Как вообще можно выбрать профессию? Я здесь выделил несколько вариантов, наверное, есть еще какие-то, но, на мой взгляд, эти такие ключевые. То есть первый вариант — это выбрать по душе. Это вот то, о чем я говорил, когда люди уже знают, вот чем они хотят заниматься. Там вот в школе человек рисовал красиво, он такой, я буду художником там, или дизайнером, оформителем, ну, пойду в ту, в общем, сторону. И он идет в институт, учится там на художника, потом идет, занимается, ну, в процессе еще там выстраивает себе какую-то карьеру, может, имя делает. И потом смотришь на этого человека, он там к 35, я не знаю, 40 годам уже такой сформировавшийся специалист мирового уровня, и когда ты, ну, так-то логически, если ты тратишь там лет 15-20 на какое-то одно дело и, ну, не халтуришь, а что-то туда прикладываешь постоянно, то несложно стать, ну, вернее, не то, что несложно, но ты гарантированно станешь крутым в своей нише, успешным и будешь там на слуху. Вот, следующий же вариант, как можно выбрать профессию, это по призванию. Бывает, что вроде душа ни к чему не лежит, и так вот не то, чтобы прям что-то хотелось выбрать, но, например, что-то умеешь. Вот умеешь там считать хорошо, я не знаю, логика хорошо работает, математический склад ума, и такой думаешь, так, у нас там сейчас программисты, например, вроде как хайпуют, зарплату нормально получают, пойду-ка я типа со своим математическим складом ума стану программистом. Вот, это я называю выбор по призванию. Мне кажется, работы типа врачей, учителей, они очень часто такие по призванию как бы складываются. Ну, то есть люди попадают в какую-то ситуацию, ну, мне, конечно, сложно представить, что кто-то на врача пошел учиться так вот, типа, не очень-то желая этого. Ну, кто-то, допустим, попадает и пробует, а в процессе им нравится, их затягивает, и они раскрываются в этом. И я не вижу ничего в этом плохого, кстати, потому что любовь, она такая, особенно к профессии, может как заранее быть, причем может быть неверной. То есть кажется, что в профессии одна, а когда ты в нее попадаешь, она другая, так и может в процессе появиться. То есть ты, наоборот, пробуешь, что-то делаешь, а в процессе проникаешься.
Вот следующий вариант, как можно выбрать профессию, это рациональный подход. Выбираем головой, то есть садишься, выписываешь вот эти вот все всякие штуки с табличками, когда выписываешь все варианты, которые есть, которые подходят, не подходят, ставишь их 5 звездочек, меньше звездочек там по форматам, сколько возможно зарабатывать, как быстро можно прокачаться, как долго нужно учиться, там какая конкуренция на рынке, потенциальный шанс того, что профессия пропадет, например, заменят ее роботы там или не заменят. И вот по всем этим параметрам можно выбрать все профессии, которые более-менее нравятся, отсеять из них те, которые не подходят, и из оставшихся там выбирать. То есть выбор такой будет не то чтобы прямо от сердца или как-то по призванию, но рациональность в данном конкретном вопросе, на мой взгляд, гораздо важнее, чем прочие чувства. И два последних варианта, как можно выбрать профессию, это самые печальные варианты, на мой взгляд. Первый – это, собственно, как получится, и мы его раньше уже обсудили, что как получится – это не самая хорошая стратегия, потому что если выбирать как получится, то вам достанется то, что останется, как бы. То есть то, что никому не надо больше, где... И там-то, конечно, конкуренция будет, потому что так-то большая часть людей, наверное, все-таки не сильно запаривается в плане выбора и прикладывает усилия. Но об этом чуть позже будем говорить. Вот поэтому и там придется поконкурировать, к сожалению, но и конкурировать придется не то, чтобы за прям какие-то лакомые кусочки. И последняя стратегия, она такая типа социальная, то есть что там, мама с папой посоветуют или люди что посоветуют. Вот это такое, типа отдать ответственность за собственную жизнь кому-то на сторону. И пример с экономистами, юристами я уже тут затрагивал. Это, собственно, вот наше поколение, когда училось в школе, вот они через это все проходили. Когда родители говорили, вот там, экономистами надо становиться, юристами, юридические забиты были, экономические были забиты, а сейчас это все люди где-то... Ну вот у меня в магазине, я помню, давно когда работал, тоже работал человек, у него была СПбГУшная вышка, по-моему, тоже а-ля юридическая какая-то, и еще вторая вышка. Просто его мама туда отправила, и он навыки не приобрел, те, которые ему позволяли бы конкурировать на рынке труда хоть каким-то образом. Поэтому, собственно, он пошел работать просто в магазин за какие-то копейки. Вот, но эта история грустная, и поэтому я тут как раз агитирую к тому, чтобы вот этими двумя последними способами не пользоваться, скорее всего. Ну и скорее всего, опять же, если вы смотрите этот канал, если вам интересна эта тема, то вам эти способы, скорее всего, не кажутся какими-то супер первостепенными, которые бы вы использовали. Вот, и на этом можно подвести итог первого блока, который касался базы про выбор профессии. Вот, во-первых, важный момент, о котором я хотел которым хотел пронести через весь этот монолог, то, что от выбора не убежать, его придется делать просто. Либо вы делаете этот выбор, либо выбор сам делает вас, как бы. И гораздо лучше здесь инициативу захватить в свои руки, приложить хоть какие-то минимальные усилия для того, чтобы выбор был оправданный. Во-вторых, чтобы найти классную работу, классных работ довольно мало на самом деле, и ну, вот таких вот прям прикольненьких работ, да, их мало, из тех, которые есть, на них еще нужно зарабатывать, как бы, там, где ты работаешь фрилансером, там по-любому будет высокая конкуренция, ну и в целом, чтобы попасть на прикольную работу, придется очень жестко конкурировать, поэтому надо это понимать, надо быть к этому готовым. Еще надо быть готовым, следующий пунктик, к тому, что чем выше ваши амбиции, тем круче вы хотите вот профессию найти и куда-то запрыгнуть, тем больше вам придется высовываться из толпы, условно, вылезать как бы. И иногда это приведет даже к некоторому такому противостоянию, прям активному или пассивному, с окружением, например, или с другим обществом. Ну, то есть, когда вам будут говорить, да что ты куда лезешь вообще, нафиг ты это делаешь, это вообще не твоя тема, ну, вот это вот, в общем, все. И, кстати, вот следующий пунктик как раз «Опирайтесь на себя и поддерживающее окружение», он как раз про это, что есть деструктивное окружение, и иногда может казаться, что мы не подходим там к какой-то профессии, потому что мы уверены в том, что мы этого недостойны. А на самом деле просто мы кому-то пошли, рассказали, что мы вот хотим этим заняться, а нам сказали, да ты что-то... Ну, в общем, токсичная заботушка включилась у кого-то. Не то чтобы даже со зла, не то чтобы человек вас там ненавидит и это вам говорит, но просто вот так происходит. Вам это говорят, а вы начинаете этому верить. Вот тут надо очень с этим аккуратно быть, особенно в плане выбора профессии. И самый главный здесь вывод в том, что ошибаться – это нормально, и даже если вы пошли, попробовали какую-то профессию, она вам оказалась неприкольной, не понравилась, и все такое прочее, лучше уж попробовать, как бы, и потом от нее осознанно отказаться, чем вообще не пробовать. Вот, ну, на этом, собственно, про выбор профессии все. Если у нас тут собрались какие-то вопросики, можем ответить. Есть там, Лен, вопросы?
Блин. Так. Так, ну я вопросов не вижу, собственно, в чате. Спасибо за активность. Я смотрю, там движуха прям. Ну, переходим тогда к следующему блоку. Блок знакомства. Буду рассказывать, какие я профессии пробовал, как я их менял. Постараюсь ускориться, чтобы, в принципе, еще через полчасика уже завершаться. Вот. И поменял я уже, упоминал это, поменял я больше 15 профессий к 35 годам. Сейчас мне 36, но последнее время я не то чтобы их там активно менял как-то. И профессиями я здесь называю то, чем я хотя бы раз, но зарабатывал. Вот, то есть я пошел, этим один раз заработал, я считаю, что как бы я профессию попробовал. Вот, потому что можно, опять же, придумать какую-нибудь профессию, которой ты дома сидишь, увлекаешься, занимаешься, но ей ни разу не зарабатывал. И сложно к этому относиться как к профессии. Ну, по сути, не профессия, это увлечение скорее. Или проба пера. И начну, да, с первых каких-то опытов работы. Первый мой заработок в детстве был там сдача бутылок, как у кого-то, многих из нашего, наверное, поколения. Не знаю, сейчас вообще этим занимаются или нет. Металлоломы там где-то воровали, я помню. Было дело, разгружал арбузы. Не помню даже, мне, кстати, там деньгами или заплатили, или арбузом. Вот, как-то чуть не устроился на лимонадную фабрику. Ну, там прям детское рабство было, я помню. Сходил, посмотрел, ужаснулся. Официальная же работа первая была в 16 лет. Меня по трудовой книжке устроили звукорежиссером в школу танцев. Вот я тогда музыкой как раз увлекался. И это мой единственный опыт работы был по этой теме. А, между прочим, я думал, что, типа, музыкой увлекаюсь, вырасту, стану музыкантом. И вот кем я только не был, музыкантом так и не был. Хотя увлекался очень долго. Вот, студенчество. Это момент, когда я закончил школу, уехал в Питер учиться из Вологды. И пока учился, надо было тоже подрабатывать, надо было денег где-то зарабатывать параллельно. И поработал на стройке. Вот, на стройке я уже зарабатывал где-то в районе $20 в день. Забавно, кстати. Я сел вспоминать это все и вспомнил, что я 650 рублей, по-моему, 600-650 получал как подсобник за таскание кирпичей, там всякое такое. А на самом-то деле это было $20. То есть сейчас, если подумать, это 2000 в день, я даже не знаю, сейчас подсобники-то не все так зарабатывают на стройке. Вот, времена, к сожалению, да, меняются. После того, как вот эти всякие халтурки, время халтурок прошло, я там бросил универ, справедливости ради, да, его 3 раза бросил, последний раз проучился ровно 0 дней. И пришла пора снова искать работу. Я вот приехал в Питер, жить уже самостоятельно, искать постоянную работу. И это был полный ад. Забегая вперед, да, первое, с чем я столкнулся, это MLM, если знаете, что это, да, такое, всякие сетевые пирамиды и прочая история, где пылесосы продают, книги Oriflame. Вот книги Oriflame конкретно, на них я попадал. То есть один день я ходил, стажировался с чуваком, который книжки впаривал там в электричках людям. И я прям испытывал тогда жуткий испанский стыд, когда мне надо было с ним ходить, а он там подходил к людям, к рандомным просто и говорил: вот, смотрите, какая книга здесь, периферическое зрение, детям очень понравится. Вот, я с ним 2 часа, по-моему, проходил и убежал. В Oriflame также, я помню, мы с соседом по общаге, с друганом ходили, стажировались. Тоже там надо было ходить эти каталоги, раздавать во всякие ларьки, там, потом ходить через день забирать. И у меня в итоге, я купил пачку каталогов и ничего с ними потом не делал. Они лежали, пылились под кроватью. Вот, так что не получилось поработать. Трейдерство меня немножко тогда коснулось везде. Ну, это, к слову, какой-то там 2009, наверное, год. 10-й, может. Вот тогда еще трейдерства не было вот так вот прям у всех на устах. Не бегали все успешные инвесторы, не торговали акциями. Но была контора, называлась Ларсон Хольц. Они делали тогда обучение. У них офис был на Горьковской. Там такое красивое здание, роскошное, внутри телевизоры. Я вот пошел, какую-то там лекцию вводную послушал. Почему-то мне показалось это обманом. Да и денег у меня, наверное, не было на это обучение. Поэтому пошло меня оно стороной. Но потом я тут к выпуску тоже готовился. Еще на предыдущей версии канала, который был... Оказалось, что в итоге закончилась история у них как-то по-питерски, хотя они снова вроде как запускаются. Вот. И какой-то из обиженных клиентов пришел к ним в офис с топором и кого-то даже там порубил. Вот, в общем, трейдерство — это такая тонкая тема. И этот вопрос мы, кстати, на канале тоже будем разбирать обязательно. Я прям готовлю большое-большое исследование про всякие вот эти инвестиции, трейдерство и прочие приколы. В итоге,
занесло меня в такую организацию, которая называлась СТО, студенческий трудотряд. И то я туда устроился по блату. Вот сестра у меня в чате, Соня, привет, помогла мне туда устроиться, хотя, по сути, эта работа, аутстаф называется, тема, когда тебя сдают в рабство кому-то. То есть сейчас, по-моему, законом даже в России запрещено подобные компании организовывать, где вы берете людей и куда-то их там сдаете, потому что твой начальник, типа, должен в твоей же компании работать, насколько я помню. Вот, тогда же такого закона не было, поэтому я там за какие-то копейки таскал шкафы там неподъемные, вот, но потом настал следующий этап, но к нему мы перейдем чуть позже. Да, вывод из первого вот этого этапа, когда я был уже и не студентом, без всякого образования и без опыта работы, и пошел искать, собственно, нормальную работу какую-то. Мои выводы из этого этапа жизненного были в том, что сетевики и всякая вот подобная история, это все надо сразу как-то мимо пропускать, даже если вы там ради опыта бизнеса хотите этим заниматься, ну, как они любят себя продвигать. Вот, если написано в объявлении о вакансии, что нужен курьер, но зарплата подозрительно не курьерская указана, то, скорее всего, работа тоже не курьерская. Я думаю, сейчас тоже это даже еще более актуально стало, чем раньше, потому что, ну, раньше-то ты попадал на вот такого барыгу книгами, а сейчас можешь на какого-то другого барыгу попасть. И третий вывод, что пока ты неопытный, вот, и нет у тебя ни жизненного опыта, ни рабочего опыта, то искать работу — это вообще ужасно, просто адовая история, как бы. И не знаю, на самом деле, как сейчас вот на рынке таких неквалифицированных вакансий, но в то время даже шутка была про то, что надо там типа 5 лет опыта, там ищут какого-то человека, который будет выставлять сок в магазине. Я помню, ходил на тестовый день какой-то мерчендайзером поработать, так меня туда не взяли, потому что я что-то не так сделал, не знаю даже что. Ну, в общем, высшее образование, 5 лет опыта, и вот ты идешь там мерчендайзером в магазин работать. Ну, были такие реалии. Не знаю, насколько сейчас вот оно так или не так. И как я попал на свою первую такую работу белого человека, где есть уже отпуск, там выходные, какой-то нормированный рабочий день, более-менее нормированный. Я работал в СТО, собственно, меня воткнули в гипермаркет Реал, тогда такой был на Парке Победы. Сейчас он, по-моему, Ашаном стал, или я даже не знаю, чем он сейчас является. Ну, в общем, закрылась сама сеть, но я там работал года 2, наверное. Вот, а попал я туда вот так вот засыльным аутстафером. Ходил, выставлял чашечки там, вывешивал, и что-то понравилось, видимо, как я работал. Людям они переманили меня к себе, просто взяли на постоянку и начали платить оклад. Я поработал месяц, наверное, работником торгового зала, потом меня сразу повысили до зам-руководителя отдела, и вот этим зам-руководителем отдела, а чуть позже еще и на 1,5 ставки, я так и проработал там все время. Вот, зарабатывал я, кстати, тоже, опять же, вспоминал тут, думал, 9 тысяч рублей, какие копейки, а начал переводить в доллар по курсу, получалось, что я даже работником зала а-ля $300 зарабатывал, что еще и сейчас не на каждой, наверное, работе платят как бы. И когда самый мой пиковый доход, заработок на этой работе был $1000 за месяц, но тогда мне заплатили и за месяц на 1,5 ставки, и еще там квартальные у нас были какие-то эти бонусы за переработки. Вот, и я помню, чувствовал себя как олигарх какой-то. Типа, у меня куча денег, но к концу месяца они кончились, и на этом моя олигархическая история тоже закончилась. Вот, после работы в магазине, отработал я там 1,5 года, набрался опыта в том числе и такого типа менеджмента, то есть все равно я был хоть и зам руководителя отдела, но у нас, во-первых, долго не было вообще никакого руководителя отдела, и приходилось всю его работу самому выполнять. Ну, вот у нас там пара была, напарники мы менялись, и руководителю мне приходилось, и что-то там организовывать, и планировать тоже уже приходилось. Ну, прикольный очень опыт, он в целом-то в будущем мне помог, но все-таки платили мало, и работа она такая довольно тяжелая, то есть там 12 часов надо было как этот веник бегать по магазину, отказ обратно на склад, не знаю, снять палет, потом кому-то пойти разрулить вопрос, потом кто-то там принес сдавать кофеварку, жалуется, что она не работает, с кем-то поругаться, ну, в общем, вот это вот все, и по кругу, в общем, хотя бы, чтобы не работать на такой работе, долго, по крайней мере, вот стоит подходить к выбору профессии осознанно и серьезно. А дальше же мне так случилось, что друг у меня ушел работать промышленным альпинистом, и он уже работал какое-то время, и позвал меня с собой, типа, давай, говорит, напарниками, будем там работать вместе, что-то пойдем делать. Я я знал, что есть такая профессия. По-моему, я студентом в общежитии, когда жил, у нас там был товарищ, который работал промышленным альпинистом, и он нам тогда рассказывал вот как раз, вот нам с этим другом о том, что есть, вот я работаю промальпом, там вообще нормально зарабатываю, там работаю 2 дня в неделю, там подхалтуриваю где-то. И действительно, я пошел в промальп, сначала я там поработал подсобником а-ля неделю или 2, то есть ходил там снизу, подметал мусор, отгонял людей, ты сюда не ходи, как бы, а то в башка попадет что-нибудь. И параллельно учился вообще, как пользоваться снаряжением, как там завешиваться на веревке. И когда я попал на первую свою работу,
где мне приходилось fake it until you make it, имитировать, что я промышленный альпинист со стажем, рискуя убиться, там, типа, неправильно узел завязать. Ну, там парни, благо, меня контролировали. Вот, но тем не менее, я за неделю заработал свою месячную зарплату в магазине. Притом мой формат работы был вообще не такой, типа, я не бегал 12 часов там как веник. Мне все время хотелось бегать, мне казалось, что я сижу, значит, я не заработаю, значит, меня там кто-то уволит, а мне парни успокаивали, типа, давай, да, успокойся, сейчас все деньги не заработаешь, сейчас вот мы там подготовимся, чаю попьем, пойдем завесимся и поработаем. И я настолько офигел, с одной стороны, что я с друзьями работаю, с другой стороны, что я когда хочу работаю, когда не хочу не работаю, а с третьей, то, что мне за это еще и хорошо платят, что, ну, это типа мою жизнь, наверное, можно сказать, перевернуло просто, вот на до и после разделило. Я понял, что есть работы, на которых очень круто работать, а есть работы, на которых, да, вообще не стоит работать, потому что, ну, все, чем тебе это грозит, ну, опять же, если у тебя есть возможность на такой работе не работать, понятно, что там не каждый может и вот прямо здесь и сейчас пойти и резко на какую-то крутую работу устроиться. Но если постараться, вот я к тому, что можно найти что-то, что делает жизнь более прикольной, формат сам жизни более интересным. Вот тут есть всякие фоточки. Вот это вот я, собственно, на первом объекте на СКК в Питере, который уже снесли. Но тогда вот он еще был. Вот тут, вот там вот я маленький вешу. Это силосный бак. Это большой бак такой 20-метровой высотой. Вот мы их чистили в Ковдоре на северах. Тут вот тут стоит мой кореш как раз, Димон, который меня в Промальпы привел. Но я фотографирую, то есть я стою тоже на такой же балке. Это вот эти вот балки, а под ними 45 метров высота. Там очень-очень страшно было. Это вот самый страшный объект был. Даже страшнее, чем чуть ниже фотка. Тут я вешу, это Полежаевские дома, это где-то Ветеранов проспект. Там прикольно, что дома 25-этажные, они стоят на холме, там очень высоко, очень страшно. И это был один из первых вот таких объектов, где я уже самостоятельно завешивался. Я здесь прижимаюсь к фасаду, потому что думаю, что так безопаснее, но понятно, это такое. А слева забавная история, где вот я где-то там примерно нахожусь. Это съемки клипа Айовы, группы певицы, не знаю. И я туда... Короче, это был тот объект, куда я пришел максимально неподготовленный. Я думал, там какие-то студенты снимают что-то по фану, когда меня позвали, что типа нам тут нужно будет организовать, чтобы там исполнитель взлетал там типа на веревках. И я там чуть не убился сам и еще чуть не покалечил, наверное, исполнительницу, собственно, Айову. Вот, ну, забавная тема, правда, закончилась мне отбитыми пятками, потому что леса мы собрали посреди зала, в Доме кино, по-моему. Вот, леса упали, и я с них успел спрыгнуть в последний момент и отбил себе пятки, потому что падал с высоты там типа 3 секций, ну, 6 метров, наверное. Вот, но Промальп — это все-таки тяжелая работа, она и физически тяжелая, и морально тяжелая, и помню первые мои там эти работы, я не боялся на самой работе, но когда приходил домой и ложился спать, меня начинал догонять вот этот страх немножко, и там, ну, такое было ощущение, что как будто бы ты выжил там в чем-то таком прям опасном, хотя по факту ты там все равно всегда страхуешься, если все по технике безопасности делаешь, там, в принципе, ну, это очень безопасная работа так-то, но страшная. И надо было куда-то двигаться. Вот, в процессе еще работы Промальпом я попробовал первый свой мега-бизнес-опыт, решил сделать фотостудию. И да, первый блин получился комом. Студию я сделал, но я только деньги потратил на ремонт. А потом получилось так, что меня выгнали из помещения, в общем, я остался без ремонта, там, с техникой. Но благо меня отбилось тогда желание заниматься фотографией и фотостудией делать, потому что, забегая вперед, ну, потом у меня был еще момент, когда я изучал, в общем, этот бизнес, и на самом деле бизнес на фотостудиях такой себе. Если вы не фотограф, не надо туда лезть. Это так, совет дружеский. Вот, потом все-таки, когда я уже уходил с веревок, опять же, мы вот с товарищем, который меня на веревке и привел, с Димоном, решили организовать свою строительную компанию, и это начался уже нормальный мой первый бизнесовый опыт. Такой, за первый год у нас, конечно, оборот был по компании типа меньше $100, там было 5000 рублей. И это был единственный объект, причем позвала меня туда девочка знакомая, которая в Инстаграме, мы там были друг на друга подписаны, и я тогда в Инстаграме публиковал, что типа я там вот стройка туда-сюда, альпинизм. Она мне написала, у нас типа нужно наклеить наклейку там на доме. Я такой, круто, первый заказ. Вот, и помню, страшно было, я не знал, как выставить счет, что вообще это такое, как эти деньги получить. Я потом еще с удивлением узнал, что, оказывается, если деньги пришли мне на счет компании, это не мои деньги, типа мне их еще оттуда каким-то образом надо достать. Ну, в общем, начал погружаться в этот мир. Тем не менее, через 4 года уже больше 250 тысяч долларов, если в доллары переводить, мы за год зарабатывали. Чего, попей водички? Да, попей водички. Водичка, кстати, чаек аргентинский, мате, очень бодрит. Вот, но тем не менее, кстати говоря, про стройку, это такой своеобразный очень бизнес.
Я думаю, что он во всех странах своеобразный, но в России еще он с таким налетом 90-х, там свои всякие приколы. Ну и главный минус бизнеса в том, что там вроде бы легко добраться до каких-то больших оборотов, ну, относительно легко, относительно любого другого бизнеса. Для этого тебе не то, чтобы надо прям иметь какой-то свой парк техники там или еще что-то, лицензий каких-то не надо супердорогих покупать, ну, поначалу, по крайней мере. Вот, и тем не менее, даже при больших оборотах риски большие, а заработок не такой высокий. То есть я там зарабатывал все равно 1000-1500 долларов. Вот на Промальпе я примерно столько же и зарабатывал, только работал ровно до момента, пока не там сматывал веревки и не парился во все остальное время. Вот, в бизнесе же уже там, типа, я ходил и переживал, вот бы никто мне не разбился, а заплатили бы деньги заказчики. Ну, в общем, такая нервная тема. Тем не менее, если говорить об успехах, там, неуспехах, ну, тут, во-первых, фотка есть офиса, который был на Петроградке. Есть объект, кто в Питере знает, что такое ЗСД, и мы там, собственно, это мой самый, наверное, крупный был заказ, делали на Канонерском острове вот такие опоры, на которых стоит ЗСД, то есть там 5 самых больших опор, это были наши, мы их шлифовали, убирали оттуда арматуру, что-то там штукатурили и красили. Вот, такой был прикольный опыт. Довольно тяжелый объект. Там на меня в пике работало аж 25 человек там, в прямом подчинении. То есть вот такой был уже бизнес-бизнес. Вот, чуть ниже фоточка с другого объекта. Это мой, наверное, последний как раз такой объект еще в формате компании, до того, как я ее не продал. Вот тут это другая фотка этого же объекта. Вот тут есть прикольный объект, который крут тем, что там у нас целиком был подряд, как у компании, на ремонт фасадов зданий на Техноложке. И мы там решали все вопросы с городом, получали согласования, там согласовывали цвет. Ну, в общем, серьезная такая работа была проведена, и она вся была проведена как бы мной в целом. Вот я тут забабахал селфи на фоне таблички, где я ответственный. И заканчивается этот блок вот этой вот интересной картинкой. Это однажды в стадии мании, не знаю, если бы я болел биполяркой, наверное, у меня была бы такая... Меня накрыло, что надо в айтишку идти срочно. Это был какой-то год, 16-й, наверное, не помню, 17, может даже уже 18-й. В общем, надо делать стартап, типа вот стройка, она такая вся отсталая, надо бы там придумать какую-то тему. И пришла идея строительной биржи, что типа это место, где можно тендериться, покупать там стройматериалы, они будут еще и доставляться. И в общем, я нарисовал такую блок-схему, тут описана просто вся работа этого портала айтишного, который у меня в голове родился, да, веб-сервиса. Я пришел к ребятам-программистам, ну, с напарником тогда вот работали, с которым нашли там программистов у нас же прям в бизнес-центре, нашли в соседнем офисе еще там чувачка, который тоже предприниматель, он готов вложиться был в эту тему. Вот мы начали пилить стартап, но это все очень быстро развалилось, потому что оказалось, что моих знаний, квалификаций не хватает на то, чтобы тащить стартап, тем более там разруливать его там прям сверху. Ребятам тоже, программистам, по сути, было пофигу, да, они уже там тогда начали нормально зарабатывать, и им не надо было вот это вот партнерство какое-то, там что-то пилить. Вот, и на этом закончился мой первый опыт стартаперский такой, и в айтишку. Но зато начался следующий этап, когда я решил, что раз так, то я пойду и сам начну учиться. И вот как раз, уходя со стройки, мы решили с Леной, что создадим семейный такой бизнес, и сделали мы креативную студию. Называется она «Ворона», там сайт до сих пор есть в интернете, ворона.studio, можно посмотреть наши работы. Занимались мы там маркетингом, дизайном, разработкой там сайтиков простых каких-то. И не всегда, кстати, простых, но недопиленных, но это ладно. Продвижением. Вот. Прикол был в том, что мы работали в таком семейном формате, в основном с Леной. Иногда подключали кого-то, кого знали и уверены были в способностях нам помогать. И довольно прикольно на самом деле это было. Доход наш семейный был что-то в районе 2-2,5 тысяч долларов. Вот мы даже сделали офис, пошли, меня ничему жизнь не учит, как бы я всегда хочу сделать для себя сначала офис, потратить туда типа денег. Но здесь на самом деле прикольно было сделано на обводном в красном треугольнике. Вот, опять же, тогда уже у меня были планы снимать видео, и даже какое-то я снял, но оно так и не было выложено. Вот, и что касается работ, здесь вот прикольная работа есть. Есть сеть ресторанов «Брынза» в Питере, вот мы их ребрендили, тут Лена там прям огромную работу провела. Если ходите, если видели изменения, то вот это от нее пришли. Вот, а это был их дочерний проект. Там была обычная шаверматечная, а мы из нее сделали такую стритовую едальню, типа, которая граффити расписана, у нее менюшка такая модненькая. Вот прям менюшку проектировали там с лампочками. Вот, к сожалению, закрылась эта тема, по-моему, у них. Но очень прикольно выглядело. И я пошел потом в IT, как раз началась пандемия,
у нас по бизнесу все эти вопросы как-то встали, клиенту вообще непонятно, что они будут делать. Рестораны, ну вот я упомянул Брынзу, они начали потихоньку тормозить все работы, потому что у них начали закрываться рестораны на пандемию, и никто не знал вообще, что будет впереди, я поэтому решил, что надо идти, типа, в IT, работать по найму, на дядю, хотя бы стабильность поиметь, ну и плюс опыт получить. И вот за 6 лет, сколько я программистом развивался, 2 я работал фрилансером, а потом 4 работал вот так вот по найму. И в целом моя первая же зарплата, когда я пошел после 2 вот этих фрилансерских лет опыта, я попал на $1000, потом быстро 1,5 начал получать, потом еще чуть-чуть позже 3, и в итоге до $5000 догнал. И, ну, до сих пор удивляюсь, насколько быстрым социальным лифтом была вот эта работа программистом и IT вообще сфера, вот буквально еще недавно. И насколько все сильно изменилось вот в последние 2 года. Но про это в выпуске про IT-шку можете посмотреть. Вот тут мой фотографии с ответом, знаете, этим фотографиям, где человечек сидит с ноутбуком на пляже, где-то у него там песок, я не знаю, солнце. Я сделал на эту тему тоже такую подборочку в разных странах. Это уже когда мы уехали из России, начали путешествовать по миру и удаленно работать. Вот набрал таких фоточек, типа в разных местах. И ключевые моменты рабочие, тут я, в принципе, про себя рассказал, сколько зарабатывал, тоже рассказал. И я говорил про 15 профессий. Вот, собственно, на экране вы видите весь их список, кем и чем я пробовал зарабатывать. Ну, то есть здесь есть, например, такие варианты, как танцор в клубе. Там меня друган, который, он брейкдансом занимался, такой типа танцор, позвал потанцевать на вечеринку хэллоуинскую в клубе, и 2 ночи я там танцевал, например, тоже за это зарабатывал деньги. Ну, в общем, много чем я себя пробовал. Но что же, собственно, сейчас? Вот сейчас есть этот клуб, денег достаточно. Ну, это, очевидно, стартап такой еще, пока только начинание в самой базовой стадии. Уже есть кое-какие успехи, понятно. Там видно, как канал растет, как движ пошел. Там у нас был предыдущий канал до ребрендинга, который был про технологии, про метавселенные. Он собирал там мало очень просмотров. И вот последние 3 недели, когда мы перезапустили канал и выкладывали новых видео, у нас просмотров больше, чем за весь вот этот вот год предыдущий было. И, ну, видно, что движуха идет, и тема интересная. Так что, да, спасибо, что смотрите, подключайтесь здесь, поддерживайте. Это прям круто, радует. Вот, и здесь я себя пробую сейчас уже в роли контент-мейкера, в роли автора канала, комьюнити-менеджера. Есть такая, да, тоже профессия человека, который собирает сообщество и как-то их там менеджерит, рулит. Есть бизнес-проект у меня сейчас, там у нас уже собрана команда мечты, я пока не раскрываю каких-то деталей, но на этом канале я буду рассказывать, на самом деле, вот как бизнес с нуля идти начинать, как собрать там группу людей, объединить как-то и где искать точки соприкосновения. Так что, да, оставайтесь на канале, буду держать в курсе, будем разбирать всякие кейсы, обсуждать. В разработке также я тут подвыгорел года полназад, сейчас отдохнул, обратно возвращаюсь в разработку. Тут буквально сегодня у меня там переговоры про новый проект, и в целом я хожу сейчас собеседуюсь, просто рынок сейчас такой тухленький, поэтому сейчас сложнее гораздо искать работу, чем раньше. Вот, так что если есть тут вопросы, можем обсудить, но вообще на самом деле времени осталось мало, поэтому переходим к розыгрышу призов. И на самом деле призов разыгрывать не особо перед кем, потому что про деньги в отношениях в видео никто, собственно, не поучаствовал, получается, так в конкурсе. Ну, как бы, и ладно, и замечательно. Благо вы здесь есть, и все, кто смотрят этот стрим, могут вот прям сейчас у нас, наверное, ссылки этой нет, но вот будет запись выложена, прямо под стримом будет ссылка на то, как зарегистрироваться на Boosty на халяву. И вы получите месяц подписки халявной, и первые 10 человек, кто поэтому, ну, давайте уже набиваться, конечно, в чат уже как бы. Первые 10 человек, кто туда подключится, я вручную вас передобавлю в чат и дам лейблы какие-нибудь прикольные. Ну, то есть вы сами определите, кем вы там хотите быть, и прямо от основания клуба и на все его будущее вы там с этими лейблами будете находиться. Вот, такой услуги ни для кого даже платно не будет, ну, то есть это только по личной какой-то договоренности, поэтому, ну, прикольная тема, мне кажется. И самое главное, что даже если вы решите потом не подписываться на этот Boosty, как бы, черт бы с ним, вы все равно будете вручную добавлены в чат, и вы всегда в нем останетесь. Поэтому добавляйтесь, давайте уже собирать там движуху, суету. Вот, на этом с презентацией у меня все. Да и вообще, наверное, все. Спасибо вам за внимание, спасибо, что поддержали. Что у нас тут в чате пишут? Есть вопросики. Какая профессия из освоенных понравилась больше всего? Ну, мне промальп в свое время больше всего понравился, но он тяжелый. Ну, типа, там понятно, что когда ты переваливаешь за какой-то возраст, там уже тяжело будет работать очень.
Опять же, в Промальпе даже мы сообщество основали с товарищем. У нас было долгое время самое активное сообщество. Так, ссылку скинь, я не могу ссылку скинуть, я же говорю сейчас. Надо ее собрать, подготовить. Так. Да все, наверное. Заканчиваем на этом стрим. Вопросы пишите в комменты. Лена. Лена наш модератор, соавтор и мега-мега-редактор. Все, да. Давайте, всем пока, спасибо. Оставайтесь на связи на канале и увидимся.